Этим строителям досталась сложная работа. Они должны были построить дом на холме, а путь к нему был длиной 250 футов. Это означало, что все материалы нужно было переносить на холм вручную, что было очень тяжело. К счастью, у подножия холма им сделали 2 специальных парковочных места, предназначенных только для строителей. Там установили знаки, запрещающие парковку, чтобы убедиться, что эти места всегда будут свободны для грузовиков, привозящих материалы. Но была проблема. Рядом находилась начальная школа, и многие машины парковались там незаконно с тех пор, как начались строительные работы. Если строителям требовалась парковка, они вежливо просили водителей перепарковаться, и в большинстве случаев те соглашались. В дни, когда ожидалась доставка материалов, прораб должен был следить за тем, чтобы парковочные места были свободны. Но в тот день на одном из таких мест была припаркована машина. То, что произошло дальше, можно было бы увидеть только в кино. В машине сидела женщина, которая, вероятно, ждала, когда ее ребенок выйдет из школы. Бригадир подошел к ней и объяснил, что она припарковалась незаконно. И тут события приняли неожиданный оборот. Ему позвонили из грузовика, доставляющего материалы, который как раз направлялся к ним. До приезда грузовика оставалось всего несколько минут, поэтому женщине, припарковавшейся на этом месте, нужно было быстро уехать. Но в тот день у нее было плохое настроение. Грузовик вез пиломатериалы для каркаса крыши дома, так что материала было довольно много. На разгрузку ушло бы около часа, и им нужно было припарковаться так, чтобы не стоять прямо посреди улицы. В связи с этим бригадиру пришлось сказать припарковавшейся там женщине, что она припарковалась незаконно и должна освободить место для разгрузки. Она насмехнулась и грубо ответила: «Я приехала первая, а вашего грузовика здесь нет, так что ищите себе другое место». Гигантский лесовоз как раз поворачивал из-за угла, и прежде чем бригадир успел ответить на ее грубое замечание, он посмотрел на водителя грузовика и обернулся к машине женщины. Она подняла окно и не обращала на него внимания. Он изобразил свою лучшую улыбку и помахал ей через окно. Она опустила его наполовину и сердито крикнула: «Я тебе все сказала. Ищите другое место». Мастер пытался быть вежливым и еще раз попросил отодвинуть машину. И тут женщине в голову приходит светлая мысль: «А вы не можете просто разгрузить машину рядом со мной? Это не так уж сложно», — пренебрежительно сказала она. Ошарашенный ее грубостью, мастер принимает к сведению ее рекомендации и планирует свою месть. Он дарит ей еще одну улыбку и уходит, а в его голове формируется блестящий план. Он дает указание водителю доставки припарковаться как можно ближе к той самой машине и заблокировать ее. Сначала женщина ничего не поняла, но через несколько минут до нее дошло, что она действительно застряла. Теперь, когда план был приведен в действие, прорабу оставалось сделать еще одно дело. Они отцепили пиломатериалы, и рабочие начали поднимать материал на холм. Тем временем бригадир позвонил в полицейскую службу по контролю за парковкой, чтобы сообщить им о ситуации. Он добавил, что хотел убедиться, что у него не будет неприятностей из-за перекрытия улицы. Полицейские сказали, что будут там через 30 минут и во всем разберутся. Затем, пока рабочие разгружали пиломатериалы, произошло немыслимое. Пришел ребенок той женщины. И только сейчас женщина поняла, что лесовоз припаркован так близко, что она даже не может открыть водительскую дверь, чтобы поприветствовать ребенка. Но ей удалось выйти через пассажирскую дверь. Она бросила сердитый взгляд на бригадира, посадила ребенка в машину, вернулась к рабочим и закричала: «Я очень спешу. Вы должны немедленно отогнать свой грузовик, чтобы я могла уехать».
Но прежде чем бригадир успел ответить, вмешался водитель грузовика. Он сказал: «Простите, мэм, но это невозможно. Чтобы разгрузить пиломатериал, мы его развязали, а согласно политике нашей компании, я не могу передвигать грузовик с незакрепленным грузом. Я приношу свои извинения». Естественно, женщина пришла в ярость, и ситуация обострилась. Тем временем бригадир с трудом сдерживал смех. «Пошел ты со своей политикой! Мне нужно ехать домой!» — кричала женщина. Тем временем инспектор по дорожному движению как раз парковал свою машину за грузовиком. Бригадир увидел, как офицер выходит из машины, и повторил разъяренной маме ее же слова: «Не могли бы вы просто объехать? Это не так уж и сложно». К его изумлению, женщина вернулась в машину и завела ее. Прежде чем офицер полиции успел представиться виновнице, женщина включила задний ход, врезалась в грузовик, попыталась заехать на бордюр и выехать на тротуар. Офицер, водитель и бригадир в недоумении смотрели, как она наполовину заезжает на бордюр и застревает. Всем было хорошо слышно, как она выкрикивает непристойности, находясь внутри своей машины. Но женщина и не подозревала, что за ней наблюдает полицейский. Насмотревшись, офицер подходит к машине и приказывает женщине выйти из нее. Но она начинает врать офицеру обо всем происходящем. Больше всего работникам понравилось наблюдать за тем, как на лице женщины отразился шок, когда она поняла, что сделала все это на глазах у офицера полиции. В конце концов, ее арестовали и обвинили в том, что она подвергла ребенка опасности. Малыш все это время находился на заднем сиденье автомобиля. Безрассудное вождение, уничтожение имущества, но это были еще не все нарушения. Оказалось, что эта сумасшедшая женщина водила машину без прав. Ее лишили прав несколько месяцев назад за езду в нетрезвом виде. Ребенок отправился домой с бабушкой, а сама виновница провела некоторое время в тюремной камере. Что ж, возможно, это послужит ей уроком не парковаться в зоне эвакуатора, если, конечно, она вообще когда-нибудь получит свои права. Вот как много плохих решений может сделать человек менее чем за 30 минут. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, то следующее видео, которое появилось на вашем экране, наверняка тоже вас заинтересует. А также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.